Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня мы немного поговорим про дома в Болгарии. Я покажу вам, что из себя представляют сельские болгарские дома, сколько они стоят и можно ли их купить иностранцу. Я живу в Болгарии уже более 10 лет, и большую часть времени я прожила в болгарском селе. Когда мы приехали в Болгарию, мы тоже купили старый болгарский домик и почти полностью его перестроили. Это длилось не один год, потому что многое мы делали сами. Но в итоге дом получился очень комфортный. Сейчас цены на дома, как и на все остальное, тоже выросли. Но все же, если ваш бюджет очень ограничен, то найти что-то недорогое еще можно. И хоть меня тут в комментариях обвиняют в некомпетентности, пишут, что таких цен, как я говорю, уже давно нет, это не так. Вы можете сами посмотреть в интернете на сайтах Алло.бг, Базар.бг. И, конечно, если вы хотите без особых хлопот купить себе какую-то недвижимость, то это легко сделать, зайдя или позвонив в любое агентство недвижимости. Они вам подберут, повезут, покажут, помогут с документами и максимально быстро все оформят. Но, естественно, цена будет выше. Это же ведь их работа. Если же искать самостоятельно, то можно существенно сэкономить. Итак, сейчас я озвучу минимальную цену на дом с землей в Болгарии. Сейчас все еще можно найти дом даже немного дешевле 5000 евро. Конечно, вряд ли в этом доме можно будет сразу жить. Эти дома либо нужно сносить и строить новые, или серьезно ремонтировать. И, конечно, они будут находиться далеко от моря. А тысяч за 10-12 евро уже можно найти вот такой примерно домик. Но гораздо большее значение имеет не состояние дома, а его местоположение. Такие цены, как я уже озвучила, бывают либо примерно в 70 и более километрах от моря и больших городов, или в цыганских селах. Как же узнать, много ли в селе цыган? Для этого нужно просто побывать в селе. В селах, где много цыган, более грязно. И хоть в болгарских и турецких селах тоже не идеальная чистота, но места, где живут цыгане, вы определите с первого взгляда. Вообще-то цыгане живут в каждом селе. Но когда их всего 2-3 семьи, это не опасно, а скорее наоборот полезно. К ним всегда можно обратиться, чтобы они напилили и накололи дрова или убрали участок. Но если в селе цыган очень много, то жить в таком месте вы не сможете. Поэтому это большая проблема в Болгарии. Но все же должна сказать, что болгарские цыгане гораздо безобиднее, чем российские. Здесь цыгане работают, и к тому же на самых грязных и трудных работах. А в России вы много видели работающих цыган? Поэтому, если в селе только несколько цыганских семей, это не страшно. У меня часто спрашивают, а можно ли купить домик в деревне у моря? Должна сказать, что обычных сел у моря давно не осталось. Все они превратились в туристические городки, а дома в отели. Но вдоль побережья есть много строящихся комплексов с новыми домами. Цена там примерно от 100 тысяч евро за дом. Но, на мой взгляд, это места не для постоянного проживания.
Насколько я знаю, в этих комплексах нет магазинов и другой инфраструктуры. И добираться до любого населенного пункта нужно на машине. Напишите в комментариях, если кто-то постоянно живет в таком комплексе. Ближайшие же к морю села находятся примерно в 8 и более километров. И цены на дома там начинаются примерно от 50 тысяч. Обычные сельские дома внутри выглядят примерно так. Отапливаются они обычными болгарскими металлическими печками. Туалет не всегда бывает в доме, а чаще только в пристройке. Душевая там же. И то, и другое не отапливается вообще. Поэтому даже хороший болгарский сельский дом вам придется сильно реновировать. Сколько уйдет на это денег, я тоже обязательно вам расскажу в других видео. Если же вы хотите купить дом, в котором можно будет сразу комфортно жить, то порядок цен будет примерно такой. До 25 километров от моря и больших городов цены на хорошие дома будут начинаться примерно от 100 тысяч евро и выше. В 50 километрах от моря цены будут начинаться с 70 тысяч евро. А примерно в 70 километров от моря и дальше можно найти дом и за 45 тысяч евро. Все это, конечно, очень примерно. И, как всегда, я советую не спешить с покупкой. Лучше пожить в Болгарии какое-то время, поездить по стране, посмотреть все своими глазами. А если вы совсем не разбираетесь в строительстве, то лучше на осмотр домов брать с собой человека, который во всем этом разбирается и сумеет вам подсказать, стоит ли этот дом покупать, что придется в этом доме менять и сколько это будет примерно стоить. Потому что иногда старые дома просто подготавливают для продажи. Что-то подкрашивают, что-то подмазывают, придают дому товарный вид. А через пару лет начинает течь крыша или что-нибудь еще. Поэтому подходить к покупке дома нужно очень серьезно. Если нужна будет помощь при выборе дома, можете написать мне. За время ремонта нашего дома я обросла большим количеством знакомых строителей. Среди них есть и русскоговорящие, которые отремонтировали и построили не один дом в Болгарии. Как купить дом с землей иностранцу? Дом, как и квартиру в Болгарии, может купить любой иностранец. А вот землю может купить только гражданин Болгарии или Евросоюза. Но все равно землю иностранец купить может. Но для этого нужно открыть фирму и уже на фирму покупать землю. Это несложно и недорого. Нужно просто обратиться к адвокату в Болгарии. Займет это примерно 1 неделю. И стоить будет в районе 500 евро. После этого вы можете спокойно покупать дом с землей. Дом можно оформить на себя, а землю на свою фирму. Размер земельных участков бывает самый разный. Недалеко от моря они обычно маленькие, может быть всего пару соток. А чем дальше, тем земли больше. Может быть и 20 соток, и больше.
Еще у меня спрашивали, какую коммуналку нужно платить в домах. Электричество и вода по счетчикам. Налоги за недвижимость небольшие. 0,15 до 0,25% от кадастровой стоимости недвижимости. За старый дом в деревне за год это обычно меньше 50 евро. В эту же сумму входит и вывоз мусора. За большие новые дома сумма больше, но все равно не очень большая. Пишите в комментариях, что еще вас интересует о жизни в Болгарии. И я буду стараться делать видео на эти темы. Всего доброго!